Сколько игроков играют в танки онлайн в 2026 году? Друзья, всех приветствую на канале. И в этом ролике, друзья, мы с вами узнаем, сколько человек играют в эту игру в месяц, в неделю, а также посчитаем, сколько в среднем играют в танки онлайн в день. Ну, перед началом, друзья, сразу ставьте огромный лайк на это видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лучший тег создателя контента ник10 в настройках вашего аккаунта, повышайте вероятность выпадения крутого дропа с контейнеров, участвуйте в розыгрыше по тегу, в описании ссылочка на розыгрыш для всех тех, кто установил этот тег. Кто смотрел мой прошлый ролик по моему анализу онлайна в танках онлайн, в прошлом ролике я рассматривал примерно онлайн через систему рейтингов, да, где я это дело рассматривал в понедельник. Ну, то есть в понедельник рейтинги обнуляются. То есть это был самый такой вот неблагоприятный онлайн для показа на самом деле, потому что, да, опять же, в понедельник рейтинги обнуляются и там самые маленькие цифры онлайна показываются. Мы в этом ролике, кстати, продолжим тоже по этому рейтингу действовать. Вот, ну я к чему? К тому, что в том ролике примерно 3000 онлайна, да, было за день. А в этом ролике мы рассмотрим, сколько игроков зашло не в понедельник, а в воскресенье уже. То есть в воскресенье у нас это заключительный день, когда присутствуют максимальные цифры онлайна за неделю по всем статистикам в игре. И на этой цифре мы будем основываться, посмотрим, сколько в неделю, потом предположим, сколько это возможно было бы в месяц. Ну, естественно, рассчитаем средний возможный онлайн в день. Ну, то есть сразу, да, вот есть понимание для всех тех, кто пишет, что игра уже мертва, что в игре меньше 100 человек играет. Никакие цифры, откуда ты 3000 человек взял, откуда такие огромные цифры. А вот отсюда, друзья, это правда, танки онлайн на плаву, танки онлайн еще живы. В танках онлайн есть игроки, и их намного больше, чем 100 игроков. Ну что ж, ну давайте, вот мы сейчас в гараже находимся. Сразу просто хочется в про-битвы мне зайти, показать просто визуально, что тут онлайн у нас имеется. То есть, видите, в про-битвах, в уже созданных битвах онлайн есть, игроки играют. Конечно, тут сейчас не так много битв, потому что я утром записываю. Вечером, конечно, нужно все это дело делать. Хорната рельса, пожалуйста. Паркур режим, тут народ сидит, паркурит. Ну, в общем, это такой, просто мы зашли, посмотрели. Это вообще в про-битвы никто сейчас в танк онлайн не играет, на самом деле. Все играют в матчмейкинг. Ну, давайте по приколу одну битву я запущу, матчмейкинг. Просто вот посмотрим, что вот она быстро ищется. Вот я даже никаких склеек не делаю. Вот, быстрый бой, загрузочка. Все, мы в битве. Еще и карта большая. Кунгур, друзья. Карта Кунгур. Вот, полная битва. Полная битва моментально собирается. Ну, это так, просто к слову, чтобы вот было понимание, что игра жива. Нет тут никаких 5 минут ожидания. Все быстренько ищется, все быстро заходится. И спокойно играется. Если что, тут нет ни одного бота. Это все реальные игроки. Ботов нет. Ну, различные еще способы, вот, например, в ивентах глянуть, да, вот таблицу лидеров в киберспортивном танкофонде, да, то есть вот эта таблица, топ-100 игроков, которые купили как минимум один бустер. Один бустер у нас стоит 1400 танкоинов на минуточку. Тут сами считайте, сколько игроков денег на это все потратили. То есть 1400 рубинов это 1000 рублей плюс-минус. 1000 рублей. И вот 100 игроков как минимум, вот самый минимальный показатель 5 бустеров. То есть 5000 рублей вот Тигр Коваль отвалил за бустер в танкофонде. А NLP Torch вообще у нас миллионер, я смотрю. 100 бустеров он приобрел. Но это тоже, друзья, это так. Мы просто показываем, что тут народ имеется, ивенты имеются, донаты имеются, все имеется. Ну а теперь переходим к самому интересному. Самое интересное — это рейтинги. Вот, допустим, взять меня, игрока, вот ник10, да, кстати, скоро звонка, друзья, будет легенда 100. Аккаунт серьезный. Ну, я играл на этом аккаунте активно достаточно этой неделе. То есть, видите, у меня тут набито 12 тысяч опыта, 43 тысячи кристаллов заработано. И если вот судить по вот этим вот показателям по кристаллам по опыту, да, то видите, что я нахожусь на 1722 месте по кристаллам и по опыту на 2359 месте. То есть, это еще раз я вам показываю, что игроков тут намного больше, чем 1000. Вот даже я, активный игрок, видите, занимаю такую вот строчку, как 2000. Вот, если открыть всеобщие рейтинги, ну тут только тоже показывается топ-100 игроков. Но, как видите, очень много игроков набрали достаточное количество опыта. Это не один день уходит столько набрать. То есть, видите, активные игроки есть. Онлайн имеется. И вообще вот этого рейтинга, да, по голдам, по кристаллам заработанным, топ-100, это автоматически развеивает миф о том, что в игре меньше 100 человек играет. Смотрите, не то, что 100 играет, тут явно больше 100, но тут 100 активных игроков, посмотрите, как они играют. И это еще у нас программа «Вызов принят», недоступна в этом месяце. Там топ-1000 самых активных задротов показывается. Вот, и теперь, что касается рейтингов, друзья, я зафиксировал скриншот. И вот такой, друзья, я зафиксировал скриншот в воскресенье ночью, то есть перед самим обновлением рейтинга. На этом аккаунте я вот набил минимальное значение 20, да, по опыту, чтобы посмотреть, вот сколько будет у меня, какое будет у меня место даже при самом маленьком значении. На самом деле можно было бы еще меньше набить опыта, там какой-нибудь, знаете, один опыт набить, но у меня даже много.
даже 20 будет. Ну и при таких показателях по опыту, смотрите, я нахожусь на 14-тысячном 460 месте. То есть 14 тысяч игроков, друзья, как минимум 14 тысяч за неделю набили хотя бы один опыт. Ну там, конечно, должно быть намного больше, я думаю, 1016 будет, кто хотя бы один опыт сделал. Ну ладно, давайте уже будем с моими показателями сравнивать. Допустим, 14 тысяч игроков, друзья, в неделю набили свой опыт. То есть, видите, место у меня, да, 14 тысяч. Ну, по эффективности рейтинг тут вообще у меня цифры заоблачные 514 тысяч, да. Ну ладно, мы этот рейтинг рассматривать не будем, потому что там он не в неделю, он там вообще странно считается. Мы будем именно по опыту, который в неделю у нас обновляется. И если, друзья, примерно посчитать, что у нас 14 тысяч игроков играет в неделю, опять же, вот это самый-самый максимально благоприятный скриншот. Если, друзья, у нас играют 14 тысяч игроков в неделю, то в месяц, получается, это будет цифра 56 тысяч игроков. Опять же, это все плюс-минус. Даже если сделаем небольшую скидочку, да, там, ну, вдруг там кто-то не зашел, кто-то зашел. Ну, допустим, 50 тысяч, друзья, игроков. Ну, 50 тысяч игроков в месяц, друзья, заходят в танки онлайн. Хейтерам этого мало? В пиратках онлайн больше, вы говорите? Посмотрите на эти цифры. Онлайн есть, игроки играют, игроки активны. Если в месяц у нас играет 56 тысяч игроков, то давайте посчитаем средний онлайн примерный в день. Сколько играет в день? Конечно, это будут прям очень-очень примерные цифры, потому что каждый игрок играет свое количество времени, да? Кто-то 30 минут в день играет, кто-то час, кто-то 2 часа, кто-то 10 часов. Давайте такие вот средние показатели среднестатистического игрока возьмем. Допустим, если у нас игрок играет 30 минут в день, и у нас онлайн 56 тысяч игроков в месяц, то средний онлайн за 30 минут в день примерно будет 1170 человек. То есть средний онлайн 1170 человек за 30 минут в день. Среди игроков, которые 30 минут в день играют, плюс-минус должно быть так. Но если игроки играют 1 час в день, мне кажется, что это будет более справедливый, наверное, тест. Если у нас игрок играет 1 час в день, то средний онлайн у нас составит 2330 человек. Ну а если игрок играет 2 часа в день, то средний онлайн уже будет 4670 человек. И это, друзья, вот примерные плюс-минус цифры. Опять же, там кто-то может играть и 10 часов, кто-то 5 часов, и средний онлайн будет варьироваться. Ну и основываясь на таких цифрах, мне кажется, что средний онлайн сейчас, ну, 1003 должен быть. 1003 игроков, ну, просто будем честны, да, 30 минут в день мало кто играет, скорее там вот минималка это час в день, ну а максималка может быть и 24 часа в день, плюс взять игроков, которые вызов принят бьют, они задротят просто 24/7. Поэтому такие цифры пока у нас онлайн, а в танках онлайн, по моим расчетам. Конечно, друзья, конечно, я понимаю, что раньше было лучше, раньше там миллион онлайн был, вы писали, но такого онлайна, кстати, никогда не было. У нас максимальный онлайн был 150 тысяч игроков, на X5 фондах еще это было в 2015 году, и то это было не весь день, а в какой-то вот час золотой. Столько онлайна это был рекорд. А кто пишет, что когда-то было больше онлайна, я не знаю. У вас, видимо, розовые очки, друзья, ностальгии надеты, и вы не помните, какие цифры были на самом деле. Ну вот, я вам говорю, что 150 тысяч онлайна было в 2015 году, а так там в среднем у нас играло всегда, ну я не знаю, 1060 было, вот плюс-минус. 100 тысяч это прям большая редкость была по онлайну. Но выше он никогда не поднимался. Это к чему? К тому, что да, раньше все равно в любом случае играло больше игроков, но раньше это было другое время. Причины, почему так, уже 100 раз мы обсуждали на стримах. И это и флешплеер был, да, и браузерные игры у нас там развивались, не у всех были мощные компьютеры. Ну и, естественно, танки онлайн просто оказались в нужном месте в нужное время, ведь конкуренция тогда по онлайн-играм еще была не такая масштабная, как это сейчас у нас происходит. Но танки онлайн до сих пор на плаву, стоит отдать им должное, друзья. Игроки есть. Если вы вдруг по танкам онлайн скучаете, то заходите, пожалуйста. Давайте подымем вместе этот онлайн. Плюс скоро у нас еще выходит танки классика, которая находится в разработке. Тоже свою лепту в онлайн танки классика внесет. Кстати, что касается классики, вот зашел я сейчас на сервера, посмотри, что там происходит. И тут Орех в чате у нас появился. Небольшой спойлер, Орех будет вводить комплекты в классику. Долгожданные комплекты, которые изначально не планировались, Орех их добавит, но есть нюансы. Пишите ваше мнение, друзья, в комментариях. Как вы думаете, сколько настоящий онлайн сейчас в танках онлайн у нас находится? Ставьте огромный лайк на это видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте ставить лучший тег создателя контента Ник10 в настройках вашего аккаунта. Заглядывайте на стримы. Стримы проходят на этом канале, и танки онлайн и классик там бывает, отвечаем на все вопросы, обязательно заглядывайте. Ну и на телегу подписывайтесь, там тоже все анонсы по стримам, новости, общий чат для общения имеется, в описании есть все ссылочки. Вот такой онлайн у нас в танках онлайн в 2026 году, игра все еще на плаву, игра держится, у игры все хорошо. А я всех благодарю за просмотр.